Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня у меня очередное отчетное видео о моей проделанной работе. Единственное, что я решила показаться в начале моего видео лицом. Мне недавно попалось видео с рукодельного канала, где автор говорит, что нужно периодически показываться в кадре и лицом, чтобы были на канале не только руки в работе видны, но также у канала должно быть свое лицо. Я, конечно же, периодически делала такие видео, когда показывала воротнички, готовые салфетки. Еще в каком-то видео. Я, конечно, особо не люблю и фотографироваться, и сниматься на видео. Ну, вот надо, значит надо. Вот предстаю перед вами во всей красе. Так, хочу сейчас показать свои готовые работы. Связала очередные воротнички. Это два одинаковых воротника. Я их уже вязала много-много раз. Их даже и показывать уже не стоит. Единственное, что в этот раз я их вязала не из ромашки, из ниток, а из коко. Эта ниточка может быть чуть-чуть потоньше, но воротничок также получился. Два воротничка фактурный, очень хорошо держит форму. Я их связала на заказ, и они скоро отправятся. Также их упакую. Но я такие воротнички вяжу очень часто. Мне уже снова пришли заказы на эти воротнички, поэтому буду продолжать их вязать на этой неделе. Так. Но воротнички рассматривать не стоит, вы их уже видели много раз, а что подробнее нужно вам показать, давайте сейчас перейдем к столу, и я вам покажу, что же я успела сделать. Итак, вот мои воротнички готовые. Я пришила к ним другие пуговицы, не те, которые я пришивала до этого. Те пуговички у меня остались одна, и я решила на этих воротниках сделать одинаковые пуговицы, так как эти воротнички поедут подругам, они связаны у меня на заказ, и чтобы они не спорили между собой, вот решила сделать одинаковые пуговицы. Так проще, мне кажется, чем они будут решать, кому какой воротник. А ту пуговичку пришью на следующий. У меня уже поступил заказ, я свяжу его, и ту пуговичку я все-таки использую. И на этом у меня те пуговички закончатся. Но эти тоже, видите, какие красивые, оригинальные, как брошечки. Так, вот такие воротнички у меня связались на этой неделе. Далее, что у меня готово? Связала новые носочки. Они у меня еще вот на блокаторах. Буквально вчера их довязала, постирала, и вот они у меня высохли. Вот такие красивые оригинальные носочки у меня получились. Один носочек. И второй. Вязала их на 68 петлях. Спицы использовала 2 миллиметра. Так, что касается этих носочков. Из какой пряжи я вязала? Вот эта пряжа. Это у меня итальянская стоковая нитка. Мне она очень нравится. Такая на ощупь она шерстистая, какая-то даже колюченькая, как-то даже не скажу, что очень мягкая, в какой-то степени даже она жестковата. Мне кажется, даже она колюченькая, да, вот прислоняю вот к чувствительным участкам кожи. Но для ножек это очень даже полезно. Вот это вот такая пряжа, но в этих носках я вязала, использовала метод Helix, и посмотрите, как они отличаются. Добавила светлую нитку, и даже пряжу уже и не узнать. Вот это поочередное вязание рядов. Чередуем основную пряжу и светлую. И видите, как меняется рисунок. Очень интересно, мне кажется, получается. И чем мне нравится этот способ вязания методом Helix, то, что используются остаточки пряжи. Как я уже говорила в предыдущем видео, у меня на эти носки ушло 65 грамм. У меня оставалось 35 грамм вот этой пряжи. Ее хватило
на пару. Ну, конечно же, при условии, что я использую дополнительную нить на мысочек, пяточку и резинку. И еще осталось 2 небольших моточка. Я их также использую. Свяжу какие-то детские носочки. Но основным фоном уже добавлю какую-то темную пряжу, чтобы все носки были разные. Очень интересно узор ложится. Мне такие носочки нравятся. Размер таких носков у меня получился. Это где-то 38-39. Вот от пяточки до мысочка 24,5 сантиметра. Я вяжу высокий паглинок. Как-то не очень люблю короткие носочки, но иногда надо вязать и короткие мне, потому что кому-то больше нравится. Вот тоже 24 сантиметра от начала носочка, от верха резиночки и до пола. Такая прекрасная пара получилась. Так что рекомендую вязать таким способом и использовать, извязывать все остатки, чтобы пряжа не оставалась. У меня накопилось уже много остатков снова. Какое-то одно время я вязала из остатков пряжи детские носки. Вот сейчас мне нужно снова заняться этим процессом и перевязать все мои остатки пряжи. Так, вот такая пара у меня связалась новая. 2 воротничка. Далее, что я успела сделать? Вот, навязала целую корзину прекрасных игрушечек. Сейчас подробнее их рассмотрим. У меня почему-то эта неделя зайчиков. Все они у меня разные, связаны по разным схемам. Вот такой зайчик-брелочек. И вот такой беленький, пушистенький, большой зайчик. Все они мне очень нравятся. Давайте с самого простого. Вязать его очень просто, быстро. Это будет брелочек. Пушистый хвостик. Все это цельно вязаное. Не нужно пришивать ни лапки, ни мордочку, ни брюшко, ни ушки. Все вывязывается одним полотном. Единственное, что потом зашиваем вот этот шов небольшой на спинке. Глазки на безопасном креплении. Носик я вышила розовой ниточкой. Вот такой зайчишка. Вот сейчас прикреплю подвесочку для брелочка, и будет вот такой оригинальный подарок на скорую руку. Связан он по мастер-классу с канала «Мой рукодельный уголок». Вот можете также найти такое видео и связать таких же зайчиков себе. Вот. Связаны все эти игрушки из пряжи 2 видов. Белая — это у меня Alize Softy Plus. Такая пушистая, приятная, мягчайшая, нежнейшая нитка. А розовая — это у меня Lavita Velurx. Я не знаю, камера передает блеск этой нитки. Видите, какая она сверкающая. Мне кажется, маленьким детям, девочкам нравятся такие игрушки, чтобы они сверкали. Да, видно на камере, что она такая сияющая. И вот на эти игрушки вот такой кролик, сейчас покажу поближе. Вот это платьице и брелочек у меня ушло меньше 1 мотка 100-граммового. Вот, остался маленький кусочек. Так, брелочек показала. Вот такой миленький зайчик. В платье у меня несъемное. Это такой примитивная игрушка. За глазки бусинки, носик вышитый, ушки на макушке. Рост такого зайчика у меня получился. Давайте от кончика ушей померяем и до 24-25 сантиметров. Такой он приятненький, миленький, нежненький, хорошенький зайчик. Мне он очень нравится.
Ничего сложного, вязать такие игрушки очень быстро, просто. Конечно, из плюшевой пряжи вязать намного легче, чем вот из такой пушистой софте. Здесь петли не просматриваются, и каждую петлю я вяжу на ощупь. Прощупываю, в какую петлю провязала, следующую нащупываю и в нее вставляю крючок. На глаз эти петли не заметны. Я думаю, я возьму этого зайчика на ярмарку, и он будет украшать своей милотой и мимимишностью мою витрину. Так, далее вот этот кролик, также мой любимчик. Посмотрите, какой он интересный. Также глазки-бусинки, вышел носик коричневой ниточкой. Посмотрите, как он сверкает красиво. А на солнышке, наверное, он будет вообще сиять у меня на весь парк. Вот лапки пришивные, такой он толстенький. Сзади у него хвостик. Очень мне нравится. Так ушки хорошо держат форму. Сделала небольшую утяжечку. Лапки такие подвижные, мягкие. Давайте также померяем его рост. Ну, наверное, от кончика ушек 29. Он побольше, чем первый зайчик. Такого свяжу обязательно еще. Заказала такую же блестящую пряжу, голубую. И будет у меня второй зайчик голубой. Его я вязала крючком 4 миллиметра. И этот зайчик также связан 4 миллиметра. Хорошенький, милый зайчик. Мне он очень нравится. Прелестный. Так, и еще один зайка у меня готов. Он такой уже прям крупненький, толстенький, головастенький. Ну, такой он миленький. Мне кажется, он хорошо подойдет для фотосессии с малышами, с грудничками. Пушистый, белоснежный зайчик из Alize Soft. Сделала ему вот такой шарфик. Ну, просто привязала, кусочек ниточки оставался, и чтобы он не пропадал, сделала ему, можно и бантик какой-то прикрепить, вот такой объемный носик. Глазки здесь уже такие полубусинки, коричневые, с черными зрачками, на безопасном креплении. Вот. Ручки также у него подвижные. Ушки я свернула пополам, тоже они стоят торчком, хорошо держат свое положение. И рост его 35 сантиметров. Туловище так мягкое, голова плотно набита. Так, хвостик почему-то я ему не сделала. Он там в мастер-классе, наверное, его не было. К нему можно связать еще комбинезончик. Ну, не знаю, нужен ли или нет. Подумаю еще. А вот насчет хвостика можно и сделать. Ну да, он, наверное, будет как законченный. Напишите, нужен хвостик или нет. Да, у этого с хвостиком, наверное, как-то и получше смотрится. Вот такой зайчишка. Также мне очень нравится вязать игрушки. Прям заразилась я этим процессом. Это такой отдых, какое-то наслаждение, прям какое-то тепло в душе разливается, когда вяжешь игрушки. Мысли отвлекаются от всех проблем. Вяжешь, и пусть весь мир подождет. Все. Вот такой зайчик. Так что вот 4 зайчика, 3 больших и брелочек у меня готовы на этой неделе также. Вот, но на зайчиках я также не остановилась. И у меня еще связались 2 медведя. Вот такие на велосипеде. Один поменьше, давайте с него начну. Вот такой интересный медвежонок. В таком каком-то желто-бежевом цвете. Вязала его из ниток Yarn Art Dolce Baby. Это маленькие моточки по 50 грамм и в моточке 85 метров. И вот на такого медвежонка у меня не хватило одного моточка, пришлось начать и второй. Вот цвет Color 747. Его вязала крючком 3,5 миллиметра. И рост такого медвежонка у меня получился
Вот от макушечки 23 сантиметра. Можно его и сажать вот так подвижно на ниточном креплении. Ручки двигаются, ушки, глазки, бусинки. Вот ему хвостик я пришила. Хорошенький. Мишка также миленький. Вот люблю я почему-то игрушки в одежде. Вот надо что-то ему тоже связать. Или штанишки какие-то, или пелеринку, или галстучек. Может быть, какую-то бабочку ему привязать. Может быть, ему животик связать и пришить кругленький. Штанишки какие-то можно. Шапочку. Одежду для игрушек мне также очень нравится вязать. Может быть, как-то его и украшу. Ну и так, он очень хорошенький. Вот так будет сидеть у меня. Буду любоваться на этого Мишутку. Связан по бесплатному мастер-классу. Ну, все игрушки у меня нахожу, все описания в интернете. Вот. Ну и гвоздь сегодняшней программы. Подъезжает вот такой медвежонок. Сейчас уберу корзиночку. Вот мой любимчик. Посмотрите, какой милашка у меня получился. Он такой прям крупненький. Ну-ка с зайчиком сравнить. Ну да, этого зайчика никто не переплюнет. Он повыше, но зайчик голова побольше, чем у медвежонка. Так. Вязала этого медведя я из пряжи Yarn Art Dolce. Цвет 793, вот такой терракотовый, кирпичный. Здесь моточки по 100 грамм и в мотке 120 метров. Вязала крючком 4 миллиметра. Рост такого медвежонка у меня получился. Ну, вот от верха ушек. Вот так, примерно 32 сантиметра. Мягкие лапки вот так болтаются. Мне кажется, ребенку будет удобно его держать. Глазки на безопасном креплении. Бархатный носик также. Изнутри его установила, прикрепила. Так, соседи делают ремонт. Мордочку медвежонку я вязала из Alize Softy. Не белоснежная, а молочного цвета. Такая светло-бежевая. Хвостик у него сзади. Все как положено. Тоже буду вязать ему одежду. Кофточка у меня будет на пуговицах. Но одежду я сяду, буду отдельно вязать. Сейчас пока у меня тут настроенный крючок, плюшевая пряжа. А одежда уже вяжется спицами, скорее всего, буду делать. И из полушерсти. Это буду отдельно каждому вязать. Приготовлю, разложу всех по цветам, подберу. Может быть, какие-то остатки носочной пряжи использую, чтобы кофточки были с орнаментом, шапочки. Так что вот такой Мишутка у меня также связался. Прелестный. Рыжеватый. Если бы сделала мордочку поострее и ушки такие с уголочками, была бы как лисичка. Да нет, лисичка должна быть похудее. Это Мишка такой пузатенький. А лису все-таки надо делать более утонченный. Но цвет, мне кажется, лисички хорошо бы подошел. Но у меня есть такая пряжа еще. Я, может быть, свяжу и какую-то небольшую лисичку из нее. Чтобы также не собирались остатки плюшевой пряжи. Надо также сразу ее извязывать. Так, Мишутку пока мы уберем. И вот чтобы извязать остатки, помните, я в прошлом видео вам показывала кота Басика. Вот у меня осталась пряжа. И я решила связать вот такие пончики, брелочки прицепила, подвесочки. Вот. Можно подвешивать их на рюкзачок, на сумочку, куда-то, кто куда придумает. К этому я не присоединила. Может быть, кому-то и просто пончик понадобится без подвески. Ну, вот это можно легко отсоединить подвесочку. Вот такие пончики у меня также связались. Вязала их по мастер-классу Полозняк. Как зовут, имя не помню. Анна Полозняк, по-моему.
Вот, это бесплатный мастер-класс, можете перейти на ее канал и также связать вот такие пончики. Вязать их быстро, просто и интересно. И то, что мне нравится, что используются остатки пряжи. Такая посыпочка вышла нитками. Мулине разноцветные, такие нежные, конфетные оттеночки подобрала. Ну, хорошие пончики вот такие получились. Также можно на подарки, на сувениры, как дополнение к какому-то подарочку. Ну, также возьму их на ярмарку, на которую я все собираюсь и никак не попаду пока. Вот такие еще у меня игрушечки связались. Так, ну и давайте покажу пряжу, какую я приобрела. Вот такая рыженькая. Вот из нее буду вязать лисичку. Сейчас я достану один моточек. Посмотрите, какая она яркая. Это та же пряжа, что и которую я вязала мишку небольшого. Yarn Art Dolce Baby. Она потоньше, чем вот эта Dolce. И моточки поменьше, по 50 грамм. Это пряжа по 100 грамм. Этот цвет 778. Буду вязать лисичку крючком 3,5. Вот взяла 5 моточков. Вот между собой они не очень сочетаются, но найду, что связать и из этой пряжи, и из другой. Так, и решила попробовать еще новую пряжу. Woolens Bunny Baby. Это будет какая-то такая милая игрушка, но я думаю, большая какая-то. У меня их 2 мотка. 2 моточка мне хватит и на большого, или зайца, или кота, или какой-то будет медведь такого персикового цвета, абрикосового даже больше, это абрикосовый. В 100 граммах 120 метров, метраж такой же, как и в Yarn Art Dolce, вот в этой терракотовой. Цвет, если кому-то заинтересовал кого-то, 100-39. Супер мягкий полиэфир. Так, а вот розовый я не сказала, какой цвет вот этих зайчиков. Color 4105. И метраж в 100 граммах 140 метров. Эта ниточка еще даже потоньше, чем... Так, в этой 120, в этой 140. А в этой получается, если в 50 граммах 85, в 100 граммах 170. Вот это самая тоненькая. Я пока познаю мир плюшевой пряжи. Еще не все помню наизусть. Так, это что касается моих плюшевых игрушек. Ну, как видите, я не так уж и мало навязала. Вот 4 зайчика, но этот, я не знаю, можно считать за зайчика или нет. 2 медвежонка, 3 пончика, носки, 2 воротника. Да нет, хороший результат, кстати, у меня на этой неделе. При том, что у нас была свадьба, я какие-то там перед свадьбой, после свадьбы отдыхала. Сколько-то дней не вязала еще. Так, давайте пока я все это уберу, свое добро, богатство. И сейчас еще вам хочу показать, что я купила. Похвастаться, наверное, даже. Вот такую книгу. Раз уж я увлеклась вязанием игрушек, я увидела вот такую книгу в магазине и решила поискать ее на Авито. Конечно же, я ее нашла. Очень даже дешево. Не буду даже говорить цену за чисто символическую. Она в идеальном состоянии. Видно, что ее даже никто никогда не открывал. Пахнет такой полиграфией, но новая книга вообще идеальная. Автор этой книги Татьяна Фирстова. Называется «Во, у нас всех связали. 11 авторских амигуруми, которые не дают заскучать». И судя по картинке, где представлены все игрушки, сейчас я открою этот разворот, вот, точно уж скучно не будет. Посмотрите, какие все яркие, такие смешные, необычные, интересные игрушечки. Вот 11 игрушек. Зайчик, лягушка, бегемотик, кот, лев, лисенок,
медвежонок, единорожка, жираф, лама, обезьяна и слоник. Вот не знаю, с кого начну. Может быть, буду кидать жребий. Все яркие, разноцветные. Нужно, конечно, подбирать оттенки. Можно, конечно, связать как у автора. Ну, я, может быть, буду какие-то и свои нитки использовать. У меня вот есть сиреневый цвет, но он не такой вот. У меня как-то посветлее. Ну, посмотрю, тут есть ли номера, нету рекомендуемой пряжи. Еще саму книжку я подробно не изучала. Все зверюшки в одежде, даже бегемотик. Вот он здесь без свитерочка, но в самой книге там есть к нему также прилагается и свитер, также с жаккардовым узором, схемы, все здесь есть. Может быть, с медвежонка начну. А может быть, с бегемотика. Хотя я и лягушечек люблю, и лисят. Ну, посмотрим. Какие, наверное, нитки будут первые у меня уже наготове, того и буду вязать. Эта обезьянка как-то мне здесь и не очень даже. Может быть, посветлее ее сделаю, не такую темно-коричневую. Так что есть чем заняться в ближайшее время. Но, может быть, я и не сразу начну вязать игрушки, а что-то другое. У меня там в планах и носки повязать, и плюшевые игрушки еще. Вот. Ну, что я придумаю и буду мастерить на следующей неделе, я покажу вам в следующем моем отчетном видео. Вот. Так, и еще попрошу минуточку вашего внимания. Хочу прорекламировать уроки английского языка моей дочери Полины. Она у меня работает репетитором английского языка, закончила факультет романо-германской филологии, методика преподавания. Работает в 2 частных школах. Одна школа общеобразовательная, утренняя. Там ведет уроки английского, и вечерняя школа именно английского языка ведет уроки также в нескольких группах. Но вечерней там у нее в основном малыши, а вот в утренней школе она уже ведет все классы там английский язык. Опыт работы у нее уже 5 лет. Ведет уроки как с личным присутствием и у себя на дому, и выезжает на дом к ученикам, так и дистанционно через интернет. Так что вдруг вы ищете преподавателя по английскому дистанционно. Сейчас, конечно же, школы закрыты на каникулы. И Полина сейчас работает онлайн, то есть дистанционно. Ссылку на ее страницу ВКонтакте я оставлю в описании под этим видео. Можете написать ей. Вы можете связаться с ней независимо от того, в каком вы городе живете и даже в стране. Я знаю, у нее есть ученики и в Турции проживают, и, по-моему, в Швеции у нее была семья, девочка. Вот. Ну а так из разных городов у нее ученики есть. Поэтому, если вам нужны уроки английского языка, можете написать ей, свяжитесь и договоритесь о первой встрече, как вы сможете с ней работать. Я думаю, вы будете довольны ее уроками. Так, все. На этом я буду закругляться. Если вам понравилось это видео, ставьте, пожалуйста, большой пальчик вверх. Это помогает продвижению канала. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. И до новых встреч!